Всем привет! Сегодня я покажу, как шить вот такой вот слитный бортик на молнии со съемными подушечками и вот с такими вот петельками вместо ленточек. Для этого нам понадобится все то же самое, что и для обычного бортика на молнии или для обычного бортика. Тут будет зависеть от того, сколько вы хотите, чтобы было слитных бортиков. Можно, вот как в моем случае, 2 будет. Можно сделать 3 или 4. Но обычно делаю 2 или 3 слитных бортика. Понадобится по 2 детали 32 на 32 каждого цвета. У меня бортик будет двухцветный. Можно 4 детали разных расцветок. 32 на 32 сантиметра, как и для стандартного бортика. Как шить внутреннюю подушечку я не буду показывать, так как я показывала в прошлом видео, как шить бортик со съемной наволочкой. Для такой подушечки нам также понадобится по 2 квадратика 32 на 32 сантиметра и наполнитель. Примерно 120 грамм в зависимости от производителя и на то, сколько он пышный. Также нам понадобится молния. Можно использовать потайную молнию, можно использовать 2 маленьких молнии, можно одну большую 60 сантиметров. Я буду использовать большую 60 сантиметров. Вот такую вот, к сожалению, я когда покупала, не посмотрела, что это сильно широкая. Нужно брать все-таки узенькую молнию, вот это намного уже. Ее будет не видно внизу, поэтому значения не имеет, так как я шью для себя. Так, для начала нам нужно сострочить по 2 детали наших квадратиков. То есть берем одну деталь одного цвета и одну деталь второго цвета. Вот эти вот края, которые у нас будут совмещаться, они должны быть обработаны либо на оверлоке, либо оверлочной строчкой, либо строчкой зигзаг, так, чтобы они у нас не осыпались. Я буду обрабатывать строчкой, имитирующей оверлочную. Обрабатываем вот эти вот швы на одной части, откладываем ее. И это получается у нас будет задняя часть. То есть она будет выглядеть вот так вот, так как передняя у нас была лицом вверх. И вот эти вот. Главное не перепутать. Обрабатываем либо зигзагом, либо оверлоком на оверлоке, либо оверлочной строчкой. Если обрабатывать строчкой зигзаг, то лучше выбрать длину строчки 2-2,5. И шить так, чтобы у нас вот эта вот линия была посерединке лапки. Вот я обработала строчкой, имитирующей оверлочную. Ткань вот так вот немного стягивается. Если использовать оверлочную лапку, то она не стягивает ткань. Поэтому сейчас вот этот вот край нам нужно хорошенько прогладить, чтобы его выровнять. Все вот эти вот края обработанные, которые нужно прогладить. Теперь мы накладываем лицом к лицу, чтобы швы у нас были совмещены вот таким образом. Скалываем булавками, выравниваем, чтобы было все ровненько. Скалываем. И прокладываем обычную строчку на ширину лапки, либо на сантиметр. Я буду прокладывать на ширину лапки. Теперь раскладываем вот таким вот образом. И вот этот шов мы аккуратненько разутюживаем.
И теперь нам нужно вот этот вот нижний край также обработать строчкой зигзаг, либо оверлочной строчкой, как вам удобно, чтобы он тоже у нас не осыпался, так как здесь у нас будем пришивать молнию. Вот мы обработали наш нижний край, прогладили также, и тоже точно так же мы поступаем и с оставшимися нашими деталями двумя. Точно так же сшиваем, обрабатываем края все. Теперь нам нужно пришить молнию. Берем нашу молнию и находим середину. Я складываю так пополам и отмечаю серединку. Здесь серединку нам отмечать не надо, тут и так понятно, где у нас середина. Ну, можно перепроверить, сложить пополам, чтобы была ровненько серединка. У меня молния разъемная попалась. Ее пришивать будет немного легче. Накладываем нашу молнию лицом к лицу. У потайной молнии лицо там, где собачка. Обычной молнии, где вот это наша дорожка. Прикладываем, совмещаем эту меточку нашу и край к краю. Можно приметать, я буду скалывать булавками. Вот таким вот образом. Скалываем мы по всей вот так вот длине. Можно использовать две маленькие молнии, но мне удобнее пришивать одну длинную. Теперь пристрачиваем молнию. Я буду пришивать ее лапкой для пришивания молнии. Она шла в комплекте с машинкой. Я буду пришивать не с самого начала, где-то сантиметр-полтора я отступлю. Пристрачиваем так, чтобы у нас край шел к краю, чтобы красивее смотрелось. Так, пришиваем до самого конца. И в конце тоже я не дошиваю, где-то 1,5 сантиметра, можно 2. Теперь мы застегиваем нашу молнию. Аккуратненько раскладываем, расправляем. Накладываем нашу вторую деталь лицом к лицу. Совмещаем все края. И прикалываем. Может быть такое, что меточка может не сойтись. Главное, чтобы у нас ровно вот так вот шло, чтобы не сместился наш бортик, не съехал. У меня меточка совпадает. Точно так же мы прикалываем булавками. Край к краю. По всей длине. И когда приколем, можно будет расстегнуть нашу молнию и пристрочить. У меня замок разъемный, поэтому
Я аккуратненько расстегиваю его. Его, конечно же, проще пришивать. И пристрачиваю таким же образом, отступая где-то сантиметр-полтора от края. И совмещаю наш край. Теперь можно закрыть молнию и проверить еще раз, что у нас все ровно и красиво пристрочено, ничего не перекосилось. Также у нас должен центр быть совмещен. Все ровно. Если криво, то можно отпороть и еще раз аккуратненько пристрочить. Потому что если будет криво, то вот эта вот серединка, она сместится, и с обратной стороны будет видно шов. Теперь молнию мы приоткрываем, чтобы можно было вывернуть наш бортик. Аккуратненько мы совмещаем наши края, проверяем еще раз, чтобы середина у нас была совмещена. Закалываем булавками сначала верхнюю часть, скололи здесь, и еще на всякий случай я проверила, чтобы у меня была совмещена серединка, и еще дополнительно сколола внизу, потому что замок не дает, чтобы ткань ровно лежала. И можно еще в пару местах сколоть. Также отмечаем, делаем меточки, на каком расстоянии мы хотим, чтобы находились ленточки, так, чтобы все было одинаково. Петельки я буду делать из репсовой ленты шириной полсантиметра, длина 6 сантиметров у меня. Складываем ленточку пополам. Не забываем края опалить свечкой либо зажигалкой, чтобы они не крошились. И аккуратненько вставляем вовнутрь, чтобы было ровненько. И прикалываем булавками со всех сторон. Получается здесь 2 и с другого края тоже 2. Теперь мы прострачиваем по 3 сторонам на ширину лапки либо на сантиметр обычной строчкой, начиная от замка и заканчивая тоже замком. Я буду прострачивать на ширину лапки. В местах, там, где у нас петельки либо ленточки, проходимся несколько раз, чтобы закрепить их. Вот этот вот конец моей разъемной молнии я отрезаю, так как он очень сильно мешает и не дает мне нормально прострочить. Если у вас обычная молния, то нужно этого не делать. Верхние уголки мы срезаем под углом 45 градусов. И нижние уголки мы тоже немного подрезаем вместе с замком, чтобы у нас уголки лежали красиво. Потому что если мы не подрежем, то будет топорщиться сильно. Также нам нужно еще прострочить, где замок, вдоль вот сюда сантиметра 2-2,5, можно чуть-чуть больше, с одной и со второй стороны. Чтобы это было проще, я переставляю лапку на лапку для замка, на лапку для пришивания молнии.
И аккуратненько вот от этого шва бокового прокладываю, ну, где-то 2 сантиметра, 2,5. Тогда замок лежит красивее. И здесь тоже близко к замку. Теперь по вот этим 3 сторонам мы также обрабатываем либо зигзагом, либо оверлочной строчкой, начиная от этого шва, от этого уголка, что мы срезали, по вот этому уголку и опять до замка по 3 сторонам. Вот такой вот красивый аккуратный шов получается. Проглаживаем нашу наволочку с изнанки. И можно выворачивать. Аккуратно выворачиваем. Уголки можно с помощью палочки вывернуть. И вот эти уголки аккуратненько выворачиваем. Теперь закрываем замок, раскладываем нашу наволочку аккуратненько и опять же, расправляя швы, аккуратненько проглаживаем по лицевой стороне. Смотрим, чтобы у нас наш шов был совмещен. Можно даже приоткрыть и посмотреть, чтобы это, и проглаживаем аккуратненько наволочку. И после того, как прогладили, аккуратненько раскладываем и смотрим изнутри, чтобы наш шов был совмещен. И закалываем булавками. Шов должен быть хорошо вывернутый, верхний тоже. Вот так вот проверяем и скалываем. И теперь ровненько посерединке, где наш шов проходит, мы аккуратно прострачиваем до замка, чтобы замок наш мог закрываться. Ровненько по шву, аккуратно. Чем аккуратнее будет здесь шов, тем меньше его будет видно с обратной стороны. Молнию я закрою. Растрачиваю где-то на пару миллиметров, не доходя до молнии.
Вот так вот у нас получилось. С обратной стороны все-таки чуть-чуть на миллиметр у меня сместилось, но сильно этого заметно не будет, так как у нас бортики еще будут объемные. И теперь можно в нашу наволочку вставить наши белые подушечки. Когда мы вставляем наволочку, уголки мы аккуратненько расправляем. Можно также такой бортик делать не на молнии. Если двойной, то его можно будет нормально постирать. Если уже из 3 или 4 подушечек слитный, то постирать его, конечно, будет проблематичнее, и лучше сделать все-таки на молнии. Так вот у нас получилось. Такой вот слитный бортик. Очень удобно. Не надо переживать, что малышу может задувать между бортиками, либо остается пространство. Очень удобно и красиво. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, если не подписались. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!